о видах аудита я и хотела поговорить, что есть у нас обязательный аудит, а есть инициативный. То есть закон 307 ФЗ говорит, когда должны компании делать обязательный аудит. То есть это прежде всего акционерное общество, это банки, страховые компании, управляющая компания, которая управляет пенсионными фондами, пенсионными резервами, паевыми инвестиционными фондами и так далее. То есть очень много компаний, которые обязаны делать аудит обязательный, в том числе по критериям. Если выручка составляет более 400 миллионов в год и активы баланса составляют более 60 миллионов. То есть это баланс должен быть предшествующий аудиту. Если за предшествующий год вот эти критерии были, то компания обязана делать обязательный аудит. В том числе, если компания делает консолидированную отчетность и ее публикует, то тоже необходимо делать обязательный аудит. И вот аудиторские компании обязаны делать, то есть аудит могут проводить как аудиторские компании, индивидуальные аудиторы, но вот аудиторские компании именно должны проводить, если компания владеет более 25% государства, если это страховые, кредитные, финансовые и так далее, то есть в законе как раз перечень написан, кто должен делать обязательный аудит. Инициативный аудит – это тот аудит, когда делают по просьбе акционеров, которые владеют определенной долей. И обычно инициативный аудит, он направлен на интересы акционеров, более, если обязательный аудит, то это и акционеры, участники, и внешние пользователи. Инициативный аудит делается по инициативе акционеров, которые владеют определенной долей. И он может быть более структурированный, этот аудит, он может быть с определенными какими-то задачами, целями, то есть посмотреть эффективность какого-то управленческого персонала, посмотреть какие-то определенные моменты в экономическом плане, может инвестиционные оценить и так далее моменты. Поэтому обязательно это в соответствии с российским законодательством, инициативный по инициативе акционеров. Но аудит у нас еще может быть и внешний, и внутренний. Что такое внешний и внутренний аудит? Это внутренний вроде бы как должны делать сотрудники компании, а внешние это внешние аудиторы. Вот чем же отличаются, какие особенности между этими двумя аудитами? Если смотреть законодательную базу, допустим, по МСФО, по каким-то стандартам, то очень много общего. И тот аудитор должен применять выборочную проверку, делать отчет, применять все аудиторские стандарты. Но много и отличий. Если посмотрим, то должны быть независимыми и внутренний, и внешний аудитор. Разная независимость. Если внешний аудитор, то он независим по отношению к этой компании. А внешний аудитор, он независим только к тому отделу, который он проверяет, но он зависим от самой компании, потому что он получает там заработную плату, и зависим от генерального директора. И отчеты внутреннего и внешнего аудитора имеют разное назначение. Допустим, если отчет аудитора внешнего это для внешних пользователей, то внутренний аудитор бывает какую-то такую информацию дает, которая только необходима этой компании, и она не должна уходить за пределы этой компании, потому что, возможно, это раскрытие каких-то клиентов, какой-то эффективности производства и так далее. Мне бы хотелось сказать, что вот мы с вами больше говорим, конечно, об аудите финансовой отчетности, но вопрос аудита, слово «аудит», имеет достаточно широкое значение. Ведь очень много различных видов аудита, кроме финансовой отчетности. Есть аудит экологический, есть аудит технический, есть аудит технологический и есть очень популярный новый аудит, аудит социальной ответственности. Мы можем сказать, что технический аудит – это аудит перевооружения компании, то есть аудит основных фондов, производственных каких-то мощностей. И результатом может быть являться что? Какие-то рекомендации, возможно, по перевооружению, возможно, по изменению самого технического оборудования, то есть приобретение нового, возможно, ремонт старого и так далее. Технологический – это аудит, который делает аудит самой технологической схемы. Это аудит или действующих уже технологий производства, или аудит новых технологий и с рекомендациями, что надо улучшить в технологическом процессе. Так вот, я уже упомянула, что очень популярны сейчас
социологический аудит или аудит социальной ответственности. На Западе этот аудит очень распространен. Что это такое? Это аудит, насколько предприятие выполняет свои социальные функции. Особенно если это предприятие или корпорация является градообразующим, то на нее возлагаются очень серьезные социальные функции. В том числе и чтобы население были задействованы, да, чтобы работающее население имело работу, чтобы функционировали социальные сети и так далее. То есть вот сейчас проводится, это достаточно сложный аудит, и проводится он еще редко в России, но он уже достаточно популярен. Конечно, основной аудит – это финансовая отчетность, который влияет на функционирование всей деятельности компании, да, чтобы уверены были пользователи, что действительно у компании составлена отчетность в соответствии с российским законодательством или международным, что отражены все реальные операции, что активы имеют определенную ценность, которые отражены, и они уверены, что действительно там нет существенных искажений в этой отчетности. Аудит бывает у нас непосредственно, вот аудит финансовой отчетности, это который ежегодно проводится. Вот обязательный, точно аудит должен каждый год проводиться. По МСФО не реже одного раза в календарный год. Но мы можем сказать, что бывает не только аудит финансовой отчетности, но бывает и аудит на соответствие. То есть соответствие чему-то. Самый простой пример. Проводится аудит на соответствие выполнения всех требований банка на продление кредита. Или, допустим, аудит на соответствие оценки пенсионных обязательств или резервов у страховой компании. Бывает также и операционный аудит. Но это больше относится, конечно, к внутреннему аудиту, но внешние аудиторы тоже делают операционный аудит. То есть это аудит каких-то операций, который позволяет эффективность оценить этих операций, результативность, экономическую целесообразность и рекомендации, что надо для этого сделать.